Привет, Арми! Снова добро пожаловать на канал Зоун Тикук. Этого не должно было увидеть никто, особенно во время саунчика второго дня в Токио. Пока все остальные были сосредоточены на сцене, между Ким Тэ-хёном и Чон Чингуком произошло нечто неожиданное. Никакого сценария, никакого выступления, просто момент, который казался почти слишком реальным. Сначала это выглядело как простое поддразнивание, игривое, непринужденное. Но потом все изменилось. Их взгляды длились дольше обычного. То, как они приблизились друг к другу, словно мир вокруг них исчез. Там были камеры, там были люди, но почему-то казалось, что это были только они. Фанаты, заметившие это, не могли перестать говорить об этом. Была ли это просто шутка или что-то более глубокое, что они больше не могли скрывать? Потому что то, что произошло дальше, сделало все еще более невозможным для игнорирования. И самое безумное – это был всего лишь саундчек, даже не само выступление. Так что же именно все пропустили в эти несколько секунд? Смотрите внимательно, потому что этот момент может навсегда изменить ваше восприятие их. То, что последовало за этим мимолетным обменом репликами, не исчезло, оно затянулось, тихо растянувшись на оставшуюся часть саунчика, словно секрет, который никто не должен был до конца понять. Атмосфера второго дня в Токио изменилась таким образом, что это было почти невозможно объяснить. Достаточно тонко, чтобы остаться незамеченным многими, но достаточно сильно, чтобы оставить тех, кто это увидел, в полном смятении. Не было ни грандиозных жестов, ни драматического внимания, только череда маленьких, почти невидимых моментов, которые нарастали один за другим. Ким Тэ-хён двигался по сцене с легкостью, которая казалась естественной, но его внимание, казалось, чаще, чем следовало, возвращалось к Чон Чингуку. Сначала это было незаметно. Так никогда не бывает. Просто короткие взгляды, быстрые корректировки направления, пауза, которая длилась на полсекунды дольше, чем нужно, такие детали, которые не бросаются в глаза, если кто-то их не ищет или если они не означают чего-то большего. Чингук же, напротив, продолжал вести себя так, будто ничего необычного не происходит. И все же в его движениях чувствовалась тихая осознанность. Его реакции были настолько точно рассчитаны по времени, словно он точно знал, где окажется Тэ-хён, даже не глядя. Когда их пути снова пересеклись, это не казалось случайностью. Это казалось неизбежным, словно что-то снова и снова притягивало их в один и тот же кадр. Сцена была заполнена людьми, персонал двигался на заднем плане, другие участники репетировали свои партии, свет менял направление над ними, но каким-то образом это пространство между ними оставалось нетронутым. Почти защищенным. Каждый раз, когда они приближались, происходил сдвиг в энергии, который не соответствовал остальной обстановке. Он был мягче, тише и странно интенсивнее для чего-то столь незначительного. Тэ-хён слегка наклонился, не настолько, чтобы привлечь внимание, но достаточно, чтобы размыть грань между случайностью и намеренностью. Реакция Чингука была мгновенной, почти инстинктивной, как будто это было что-то знакомое, что-то, не требующее размышлений. Это длилось всего мгновение, но этого было достаточно. Достаточно, чтобы любой наблюдатель засомневался, стал ли он свидетелем чего-то реального или просто это ему приснилось. А затем, так же быстро, как и появилось, исчезло. Они снова разошлись, вернувшись на свое место, слившись с ритмом саунчика, как будто ничего не произошло. Издалека все выглядело нормально, совершенно нормально. Но для тех, кто внимательно следил за происходящим, эта нормальность казалась почти подозрительной. Слишком гладко. Слишком контролируемо. Еще больше смущало то, как легко они снова вошли в ритм, в режим выступления, в групповую динамику, в ту версию себя, которую все ожидали увидеть. Никакого затянувшегося напряжения, никаких видимых признаков того, что только что произошло между ними. Только профессионализм, точность и сосредоточенность. И все же воспоминание об этом моменте не давало покоя, потому что оно не казалось отрепетированным, оно ощущалось как нечто, что ускользнуло от внимания. По мере продолжения саунчика появлялись все новые фрагменты, крошечные, разрозненные обрывки, намекающие на ту же невысказанную связь. Общий взгляд, который длился чуть дольше, чем нужно.
Шаг, сделанный одновременно, без координации. Тихая синхронизация, не нуждающаяся в подсказках или сигналах. Это происходило не постоянно, но это было, появлялось и исчезало, словно узор, ожидающий, когда его заметят. И чем чаще это случалось, тем труднее было это игнорировать. Фанаты, которые позже пересмотрели запись, начали видеть это по-другому. То, что когда-то казалось обычным взаимодействием, теперь приобрело другой вес. Каждое движение, каждый взгляд, каждая секунда ощущались наполненными смыслом, который нельзя доказать, можно только почувствовать. К тому моменту, когда саундчек подошел к концу, не было никаких четких ответов. Ни подтверждения, ни объяснения, ничего конкретного, за что можно было бы ухватиться. Просто череда моментов, которые отказывались быть забытыми, снова и снова прокручиваемые теми, кто не мог до конца понять увиденное. Второй день в Токио не должен был выделяться. Это была просто еще одна репетиция, еще один рутинный этап. Перед настоящим выступлением. Но каким-то образом посреди этой обыденной обстановки что-то ускользнуло от внимания, что-то незапланированное, нефильтрованное и неожиданно настоящее. И, возможно, именно поэтому это имело значение, потому что самые сильные моменты – это не те, которые должны быть показаны, а те, которые почти не состоялись. Когда все подошло к концу и сцена постепенно опустела, энергия должна была вернуться к чему-то обыденному. Перемещали оборудование, голоса персонала сливались с фоном, и тихий гул подготовки сменил прежнюю напряженность. Это был тот тип завершения, который обычно заканчивает обычную проверку звука, не оставляя никакого неизгладимого впечатления, но на этот раз что-то все еще казалось незавершенным. Ким Тэ-хён не ушел сразу. Была короткая, едва заметная задержка, как будто он ждал чего-то, чего еще не произошло. И на противоположной стороне сцены Чон Чин-гук тоже замедлил шаг, его шаги на мгновение потеряли свою обычную стремительность. Это было едва заметно, почти незаметно, но произошло одновременно. Расстояние между ними было небольшим, но ни один из них не сократил его полностью. Вместо этого возникло тихое единение, словно два отдельных движения, следующих одному ритму, не сталкиваясь друг с другом. Их взгляды снова встретились, короткий, сдержанный, но безошибочный. Недостаточно долгий, чтобы привлечь внимание, но и не настолько короткий, чтобы ничего не значить. Затем что-то изменилось. Чин-гук поправил хватку микрофона, слегка повернувшись, словно собираясь уйти, но не раньше, чем еще раз оглянулся. Реакция Тэ-хёна последовала чуть позже, небольшое движение, почти как рефлекс. Ни слов, ни жестов, просто та общая секунда, которая ощущалась тяжелее всего остального, что произошло в тот день. Это длилось недолго. Так никогда не бывает. Почти сразу же момент распался. В комнату вошли сотрудники, другие участники прошли между ними, и естественный поток активности заполнил пространство, которое на мгновение показалось таким изолированным. Какая бы связь ни существовала, она растворилась в рутине, снова скрывшись под слоями обыденности. Со стороны ничего не казалось другим. Но для тех, кто внимательно наблюдал, это не казалось концом. Это ощущалось как нечто незавершенное. Когда они наконец сошли со сцены один за другим, не было драматического завершения. Не было финального взгляда, который бы что-то подтвердил, только дистанция. Физическая дистанция, которая возвращала все на свои места. И все же, даже тогда, в воздухе витал какой-то вопрос, что-то невысказанное, что отказывалось исчезнуть. Потому что такие моменты не просто исчезают, они оставляют отголоски. Когда началось само выступление, все было отточено, точно, именно так, как ожидалось. Свет, хореография, выражение лиц, каждая деталь идеально соответствовала сцене, которую они оттачивали годами. Но для тех, кто видел, что произошло раньше, было невозможно не заметить контраст. Выступление показало то, что должно было быть показано. Саундчек показал то, чего не было. И где-то между этими двумя версиями, казалось, существовало что-то настоящее, что-то, что ускользало лишь на несколько секунд, лишь для тех, кто был внимателен, и лишь в момент, который не должен был иметь значения. Но это произошло.
Даже сейчас люди возвращаются к этим кадрам, пересматривают их, замедляют, ищут смысл в каждом кадре. Пытаются понять, было ли это совпадением, привычкой или чем-то более глубоким, что ни один из них не собирался раскрывать. Ни у кого нет однозначного ответа. Возможно, его и нет. А может быть, ответ уже был скрыт в тишине между этими взглядами, в моменте, который казался слишком идеальным, в том, как все остальное, казалось, исчезало, когда они были так близко. Второй день в Токио не дал подтверждения. Он дал нечто более опасное – возможность. А иногда одной возможности достаточно, чтобы все изменить. Ночь не закончилась, когда погас свет на сцене. Скорее наоборот, тогда все стало сложнее понять. За кулисами царила совершенно другая энергия, более тихая, более сдержанная, но никогда по-настоящему неподвижная. Движения были более контролируемыми, выражения лиц более сдержанными, и все же тоже невысказанное напряжение, что и раньше, полностью не исчезло. Это чувство таилось под поверхностью, едва уловимое, но настойчивое, словно что-то, ожидающее подходящего момента, чтобы снова всплыть на поверхность. Ким Тэ-хён слился с потоком окружающих, реагируя, когда это было необходимо, двигаясь, когда этого ожидали. Но во всем, что он делал, была небольшая задержка. Недостаточная, чтобы выделяться, просто достаточная, чтобы ощущаться по-другому. Его внимание смещалось не вовне, а куда-то конкретно. Куда-то знакомое и недалеко. Чон Чингук продемонстрировал похожие изменения. Его энергия оставалась стабильной на поверхности, но в его движениях чувствовалась тихая сдержанность, словно он что-то сдерживал, даже не осознавая этого. Такая сдержанность возникает не от давления, а от осознанности. Они не приблизились друг к другу сразу. На самом деле, казалось, они поступили наоборот. Пути, которые могли бы пересечься, не пересеклись. Моменты, которые могли бы. Их взгляды немного сбились с ритма, словно они оба бессознательно избегали повторения того, что уже произошло. Это не было явным избеганием. Никаких резких поворотов, никакого намеренного отстранения, просто небольшие изменения во времени, которые держали их немного не в синхроне. Но даже это не продлилось долго. Потому что в пространстве, где все постоянно меняется, полностью избежать кого-то становится практически невозможно. И тут это повторилось. Тихо. Они снова оказались в одном пространстве, ненадолго. Пауза, которая не должна была ничего значить. И все же она что-то значила. Их присутствие в этот момент ощущалось слишком осознанно, слишком точно, словно они оба осознавали это одновременно, но решили не реагировать. Никакого видимого подтверждения. Никакой реакции, которую кто-либо мог бы заметить. И все же воздух между ними изменился. Не резко, не так, чтобы это бросалось в глаза, просто достаточно. Тэ-хён слегка сместил вес, его внимание на секунду задержалось дольше, чем нужно. Чингук почти одновременно поправил свое положение, непреднамеренно повторяя его движение. Это не было скоординировано. Это не было спланировано. Но все идеально совпало. А потом, как и прежде, все исчезло. Кто-то окликнул. Движение возобновилось. Момент снова влился в происходящее вокруг. Разговоры продолжались, приготовления продолжались, и то, что почти сформировалось, исчезло, не успев полностью появиться. Тем не менее, на этот раз все ощущалось иначе. Менее случайно. Более осознанно. По мере того, как ночь тянулась, расстояние между ними оставалось, но это уже не казалось совпадением. Это казалось выбором. Не из-за дискомфорта, а из-за понимания. Как будто оба знали, что даже самый незначительный момент может быть замечен, воспроизведен и превращен в нечто большее, чем он есть на самом деле. И, возможно, именно поэтому ничего больше не произошло, или, по крайней мере, ничего очевидного. Потому что иногда самое показательное – это не то, что люди показывают. Это то, что они предпочитают не показывать. К тому времени, когда все наконец успокоилось и последний шум затих,
ясного вывода не было. Нет финального момента, который бы связал все воедино. Только фрагменты, разрозненные кусочки чего-то, что почти вышло на поверхность, но так и не проявилось полностью.